Приветствую! Сегодня мы с вами подберем сеточную стратегию на паре биткоин USDT фьючи на бирже OKX. Перед нами сегодня будет стоять несколько задач. В первую очередь, чтобы у нас профитной стратегии было больше, чем 5% в месяц. Вторая задача, чтобы у нас текущую историю графика, конечно же, без всяких ликвидаций проходила данная комбинация сеточной стратегии. И третья задача, чтобы у нас проходила всю историю торгов по данной паре комбинация сеточной стратегии. И в этом нам с вами поможет два скрипта. Первый – это, собственно говоря, торговая стратегия, которая визуально нам покажет, как у нас совершаются сделки. И второй скрипт, который у нас протестирует сотни, десятки тысяч комбинаций и выдаст нам самые лучшие, исходя из наших с вами критериев. Давайте с вами начинать. В первую очередь обратимся к нашему самому главному скрипту, который будет отбирать комбинации. Будем искать лонг направление, да, то есть, соответственно, сеточная стратегия у нас будет работать в лонг направлении, какой-то сторонний внешний сигнал нам не требуется, у нас будет нон-стоп режим без сигнала. Вот 25 тысяч баров это с запасом, так у меня тариф премиум на TradingView, то доступно мне 20 тысяч баров. Ну, с запасом мы поставим 25. Сортировать будем по критерию Final Score. Об этом критерии вы можете почитать, изучив данный индикатор, да, скрипт в моем профиле. Собственно говоря, он включает в себя нормализацию 9 метрик и прогоняет их на 30 разных итерациях для того, чтобы проверить работоспособность, стойкость торговой стратегии, комбинаций, вот, и, собственно говоря, плавный прирост капитала. Дальше количество комбинаций у нас будет отображаться 10 по умолчанию в таблице. Если их будет меньше, то, соответственно, будет сколько будет. Вот, и будем закрывать обязательно последнюю сделку, чтобы у нас не было такой ситуации, что у нас сначала она очень-очень хорошо отрабатывала, а потом просто зависла и долгое время висела. Вот, обязательно закрываем последнюю сделку. Капитал 1000, проскальзывание давайте 1/100 поставим на всякий случай, чтобы нам избежать прострелы какие-то, закрытия на кончики теней и так далее. Вот, плечо 10, комиссия 5 сотых и liquidation level 15, он у нас совпадает, в принципе, с расчетами торговой стратегии, плюс-минус, да, так как у нас в торговой стратегии намного проще это все рассчитать, а в индикаторе намного сложнее это все с точки зрения кода сделать, поэтому здесь такие показатели. Дальше диапазоны по умолчанию, это все по умолчанию будет стоять. Единственное, что я подправлю в фильтрах, конечно, поставлю больше 30% профит по стратегиям. И, ну, в принципе, количество сделок не буду, минимум до ликвидации 50 так останется, чуть-чуть попозже повысим его. Минимальная просадка по комбинации меньше 90% и минимальная длина сделки меньше, чем 1344 бара. 1344 бара на 15-минутном таймфрейме – это ровно 2 недели. Поэтому, ну, как бы нам не нужны комбинации, в которых сделка зависает больше, чем на 2 недели. Вот, давайте начинать. Погнали. Включаем оптимайзер. Соответственно, будет он нам прогружаться. Если, собственно говоря, вот здесь вот кружочек крутится, значит, у нас идет прогрузка. Ничего не появилось, значит, в данной комбинации нет соответствующих, точнее, в данной части нет соответствующих комбинаций. Вот может вылазить вот такая вот ошибочка. Мы что делаем? Мы просто количество комбинаций в партии в части переключаем туда-обратно, и у нас снова просчеты появляются. Собственно говоря, во второй тоже у нас ничего нет. Интересно, интересно. Ну, я думаю, в любом случае мы найдем какие-то, ну вот, нашли какие-то комбинации. Она у нас одна, такая и единственная и хорошая. Давайте мы ее вот так вот просто берем и сохраняем на график, чтобы нам потом, ой, что-то я переборщил сильно, увеличил, чтобы нам потом использовать. Я все-таки надеюсь, за 5000 комбинаций мы найдем еще хотя бы одну или там 3, может 2. Так, снова у нас ошибка. Бывает такое. Вот, к сожалению, так как сложные расчеты TradingView не позволяют огромное количество данных обрабатывать, а вот за одну часть мы прогоняем 1000 комбинаций, что достаточно много. А вот если бы какими-то ручными способами вы бы прям, я думаю, оценили количество за один раз, да, то есть за 10 секунд мы тестируем 1000 комбинаций, и это прям очень хороший результат. Нашли мы с вами за 5000 комбинаций, за 5000 разных, да, комбинаций 2 всего лишь, и что мы с ними делаем? Мы будем подстраивать, собственно говоря, под них уже наши диапазоны оптимизации. Давайте смотреть.
В первую очередь, да, количество 6, 8. Ну, давайте поставим 5 и 9. 5, 9, здесь 1. Так, пока тебя выключим, чтобы ты тут нам не мешал, не появлялся и не отражался. 5, 9, 1 шаг. Правильно, идем дальше. Мультиплеер 1, 1 и 2. В целом, ну, я думаю, вряд ли мы зацепим 0,9, но вот здесь мы 1 и 3 поставим. 1 и 3. Так, 1 и 3. Стоп, это уже, ну, SO мультиплеер, да, я перескочил немного. Ладно, окей. Поставим шаг SO. Шаг SO у нас здесь 0,8, здесь единица. Можем поставить 0,7, 0,7 и 1 и 2. Давайте дополнительно еще один шаг поставим. И идем дальше. Мартингейл у нас 1,6, 2. Можно поставить 1,5 и дужку оставим. Здесь, собственно говоря, единица. И take profit у нас здесь 2 и здесь 2. В целом можем take profit, ну, поставить, например, 1,5. Вот. И давайте поставим 2,5. 2,5. Вот. С шагом 0,1. Также шаг 0,1. Вот, объем первого ордера 1% от депозита. Вот такие вот у нас получились 8000, у нас получилось комбинаций. Ну, вот давайте, 8000 в принципе немного. Немного давайте их и протестим. Так, с первой части давайте-ка начнем. А то что-то он у нас с пятой части начал. Видим, что есть уже 45% где-то было. 45% это уже больше, чем у нас текущая. Но мы все равно отбираем по Final Score, поэтому нам особо не важно. Мы сейчас просто будем зажимать фильтры. Зажимать фильтры. Я вижу, что есть стратегии с 40% профита, поэтому мы что делаем? Мы здесь 40 прописываем. 40 прописываем и... Ой, что-то я рано это сделал. Надо было посмотреть еще по ликвидации. Ну, как минимум, я вижу уже, что есть 70% до ликвидации, и это уже классный показатель. Вот здесь 53, 53, 40, да? Что, оставляем 50? Или все-таки будем прям искать топчик? Давайте топчик прям искать. Ставим 60%, чтобы у нас больше 60% было. И вот в таких что-нибудь поищем. Попробуем. Вот, чтобы прям точечно, вот прям самую лучшую найти комбинацию. Ну, естественно, в первой части ничего нет, ну, уже по традиции, да, нам ничего не показывает. Идем ко второй части. Вау, у нас получается прям со второй части какая-то комбинация интересная. Мы ее, конечно же, сохраним. Сохраним. У нас здесь есть 41% профита и при этом 70% до ликвидации. Это вообще потрясающе. Эти можем удалить сразу же. Это потрясающий результат. Идем дальше. Идем дальше. Третья комбинация. Сейчас быстренько прогоним 8000 комбинаций. Быстренько 8000 комбинаций прогоняем. Третье, четвертое. И с вами уже потом эти данные загрузим в нашу торговую стратегию, чтобы протестировать ее на всей истории торгов. Четвертое, ничего. Пятое, смотрим. Пятая партия, пятая часть. Ну давай. Нет, пятой тоже ничего нет. Интересно, интересно. Ну не может же быть такого, чтобы она одна была. Хотя бы две, ну вот, хоть что-то. Хоть что-то. Что там две, да, что здесь две опять. Посмотрим сейчас. Посмотрим, что нам интересного подкинет. Еще две части, 2000 комбинаций. Так, ну из этих двух уже видно, что это получше. Это получше. Опа, ошибка у нас вылетела. Так, обратно переключаем комбинации. Угу, снова ошибка. Такое бывает. Бывает. Ждем, пока прогрузится седьмая часть. Ничего. Восьмая часть. Ну давай последнюю уже. Давай последний пробей какой-нибудь, тоже еще одну комбинацию. Ничего. Окей, работаем с этими двумя. Как там было две, тут так и тут две. В целом неплохо. Есть над чем работать, есть, соответственно... Ну давайте, опять же, по риску. Соответственно, 2% того не стоит. Лучше уж взять, я думаю, более, так скажем, сейфовую, да, более безопасную стратегию для того, чтобы протестировать на всей истории торгов. Ну, так мы и сделаем с вами. Давайте вот эту вот стратегию забиваем в нашу торговую стратегию. Идем по показателям
Соответственно, 9 у нас количество 9. Количество 9, шаг 0,9. Шаг 0,9. Мультиплеер 1. Да ладно, ты не пропадай. Куда-то все пропало. 1. Мартин 1,5. Замечательно. Take Profit 2,5. 2,5. Ну, кстати, это максимальный показатель. Можно потом, опять же, подкрутить чуть-чуть побольше, 2,5, поставить -3. Вот, вдруг там что-то у нас получше даже будет. 1% от депозита, liquidation, конечно же, ставим. Давайте проверим, что у нас все бьется. У нас здесь 59, 58. В целом, так как одна сделка не учитывается, 43 профит AVG monthly. То есть профит ежемесячно у нас 6,33. Нашей первой задачи у нас выполняется. Собственно говоря, минимум до ликвидации 72,68%. Ну, плюс-минус, да, похоже. Давайте потестим на текущей истории графика. Вот, на текущей истории графика 16.42 максимальная просадка у нас совпадает. Вот, 42,87. Здесь по профиту все рядом, все близко. Вот. Из-за того, что, конечно же, в индикаторе сложнее все это реализовать с точки зрения кода, у нас где-то что-то маленько может не совпадать. Вот. Но это совсем мелочи. Вот. Обязательно, что нам нужно еще сделать, это включить режим с детализацией баров. Он у нас включен. Окей, супер. С детализацией баров и что? Запускаем на все истории. Погнали. Погнали всю историю тестить. Надеюсь, что у нас, соответственно, все это пройдет благополучно, успешно. Всю историю пройдем и посмотрим, сколько бы мы заработали за всю историю торгов, начиная с декабря, 16 декабря 2019 года. Ух, что-то долго грузится. Ну, давай. Да, и, собственно говоря, 1115% мы зарабатываем за всю историю торгов, начиная с 16 декабря 2019 года с максимальной просадкой 85%. Ну, конечно, это много, но тем не менее нас не ликвидировало. И это уже очень хорошо. Вряд ли мы бы покупку и удержание, ну, почти вот где-то мы достигали, но здесь вот опять ушло. Но рядом, рядом. В целом очень круто, очень классно. Смотрите, опять же, для тех, кто не верит, что, например, мы прошли, да, историю торгов, вот мы просто элементарно повысим на 1,1 депозит, давайте, чтобы здесь, 63%, да, до ликвидации, вот просто на 0,1% мы повысим и просто подождем, соответственно, пройдет у нас с данными характеристиками всю историю или нет, все. Вот у нас, пожалуйста, ликвидация. Мы повысили только на 0,1% первый ордер вот, от депозита, и все, и мы словили ликвидацию. Ну, соответственно, обратно возвращаем, и у нас обновляем отчет, и у нас вся история торгов будет пройдена. Сейчас, ну, пока у нас все это прогружается, вот, пожалуйста, запоминайте комбинации, какие работают. Это очень крутая комбинация. Так как мы с вами протестировали в целом десятки тысяч комбинаций и нашли самую лучшую, вот на 15-минутной таймфрейме давайте посмотрим, как оно у нас в целом закрывается. Вот последняя из сделок, да, вот у нас обновился отчет. Еще раз показываю, что всю историю торгов мы прошли. Да, в режиме, опять же, с детализацией баров. Вот, на всей истории торгов. За 8,9 дней 380 USDT. Здесь у нас 2,7 дня 8,39. Ну, вот просто пробежимся, посмотрим, как у нас закрываются сделки, как усредняются, проходит усреднение. Вот здесь вот тоже видим, что собрали все, почти всю сетку. Вот, ну и по статистике можем посмотреть, сколько сделок закрывалось. Вообще, в общем, мы покрываем 8,1%. Вот, да, coverage 8,1% это общая длина сетки с входа, да. Вот здесь вот тоже почти всю сетку собрали, 349 USDT за 11,9 дней. В целом у нас очень классно, круто закрываются сделки. Вот, пожалуйста, пользуйтесь комбинацией для сеточной стратегии. Вот, учитывайте, что каждая последующая сделка открывается с с закрытия следующей свечи. То есть, вот, например, здесь мы закрылись, вот эта вот свеча, как только закроется, вот на закрытие ее приходит вход в сделку. Ну, соответственно, перерыв условно 15 минут уж точно, и здесь в зависимости от того, насколько быстро закрылась сделка в этой свече. Вот, таким образом мы с вами сегодня подобрали сеточную стратегию для пары биткоин USDT.
фьючи на бирже OKX. Да, и можно посмотреть детальную статистику по месяцам. В феврале мы 5,1% заработали, март 11,3%, апрель 10,4%, май 1,8%, здесь, видимо, в просадке посидели, июнь 7,9%, июль 1,6%, август 5,6% и в итоге 43,8% мы заработали с этой сеточной торговой стратегии, начиная с 1 февраля 2025 года, да, у нас старт сделок, да, 1 февраля 2025 года. Все, всем спасибо за внимание, всем профитной торговли. Пока-пока.